Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду разбираться с катушкой зажигания на своей бензокосе. Точнее, я уже посмотрел, менять буду пробовать высоковольтный провод. То есть косил я у меня и резко пропала искра. Ну и сначала подумал, может, свечи. Была у меня запасная свеча. Поставил, нет, искры нет. Снял катушку. Ну, она такая, честно говоря, поюзанная. Вот видите, даже пластины тут, видимо, плохо было закручено. Брал я ее с рук. Видимо, побилась об магнит. Снял я, короче, посмотрел, сколько они стоят. Ну, во-первых, недешево. Это не обычный китайский. У меня фисварновская коса. Там запчасти, ну, конкретно такая катушка довольно дорогая, да и нет ее в наличии, долго идет. Вот пока она едет, я уже заказал, пока она едет, думаю, дай попробую отремонтировать. Во-первых, мне надо ее сейчас надо ее посмотреть. Как мы обычно проверяем, да? То есть нам надо будет проверить сначала, ну, такая первичная, понятно, проверка была уже, да, нет искры на свече, когда выкрутили и ставим на двигатель. Такую вторичную проверку делаем, да, экспресс-проверку, это мультиметром, тестером. То есть надо проверить на сопротивление первичную обмотку и вторичную. Ну вот, я подключил мультиметр в режиме сопротивления на 200 Ом, да, поставил на массу и теперь проверяем первичную обмотку. Где-то примерно 585 Ом. То есть первичная обмотка работает. Теперь проверяем вторичную обмотку. То есть меняем показания в мультиметре на 20 кОм. И смотрим. Касаемся нашего колпачка. Там пружинки. Сопротивления нет. Ну, во-первых, колпачок уже поюзанный, вот намотано. То есть, может быть, контакта нет здесь. И что я делаю? Я хочу проверить сам провод. Я делаю что? Я втыкаю иголочку, ну, проталкиваю оболочку, да, скажем, ближе к катушке. Ставлю мультиметр на 20 кОм и смотрю. 2,7, 2,69 кОм. То есть здесь у нас нету показания, а здесь есть. Скорее всего, где-то вот здесь у нас обрыв. Ну, я так и предполагал, честно говоря, что, судя по тому, как вот она замотана, сделана, что-то с ней сделали. Итак, что я хочу сделать? Ну, как я уже сказал, пока идет катушка, понятно, что оригинальная. А лучше, чем, скажем, то, что придумал. Ну, как говорится, будет, если будет работать, будет как минимум запас. Нашел я себя в гараже, честно говоря, не помню с каких времен. Был вот у меня такой вот провод, ну, с какой-то классики нашей. Честно говоря, медный, да, я вот его отрезал сразу. На две части, скажем, да, то, чтобы был. Вот такой провод. Судя по всему, медная жила у него. Да, медная жила у него внутри. Ну, высоковольтный на зажигание на свече, да, идет. Ну, вот родной, как бы, да, свечной наконечник. Не знаю, даже оставить или поставить. У меня запасной есть колпачок свечной с пружинкой. Я думаю, наверное, я все-таки поменяю, потому что вибрации выше. Все-таки в машине вибрации на движке ниже, а на мотокосе гораздо выше. Я думаю, что здесь, наверное, контакт будет лучше. Сейчас поменяю. И надо будет как-то заменить этот провод. Видел я, не помню, честно говоря, в каком-то одном из видео, на штилевских провода высоковольтные бывает меняют очень просто. То есть покупаешь провод и вкручиваешь здесь по резьбе. Здесь, естественно, не так. Здесь он заподлицо заделан в катушку.
и его не выкрутить. Пробовал я, честно говоря, не выкручивать. На одном видео мне попадалось такое решение. Не помню, честно, у кого посмотрел. Может, кто так делал уже тоже. Напишите в комментариях. Вот так вот провод срезают вровень. Потом остатки, эти вот оболочки, отсюда выковыривают. Ну, высверливают, выковыривают. Ну, что, попробуем сделать. То есть сейчас обрезаем. Посмотрим, во-первых, как там он устроен, и померяем диаметры. Вот я выковырил остатки старого провода. Там такой штырь с резьбой. Сейчас покажу вам в микроскопе. Видите? Такой вот штырь типа самореза, на который одевается провод. И вот я, честно говоря, думаю. Помните, я вам говорил, что по штиле я видел, да, они вот так вот закручиваются. Честно говоря, подозреваю, что на хусвярне тоже закручивается. Правда, он вклеен был. Но по идее, если хорошенько крутить, то может быть и вытащить. То есть у кого вот такая катушка, да, вот с такими местами посадочными, хусварновская, я думаю, тоже провод вытащить можно и новый поставить. Ну, у меня, как я говорю, честно говоря, катушка заказана, но я не знаю, действующий, не действует. Ну, придет, если будет запасная. А здесь, я, как я уже сказал, я попробую сейчас сделать с этого провода, да, высоковольтный. А в принципе, что, покупаем просто провод, колпачок с пружинкой, если у вас пробился, и вкручиваем. Там клеем сделаем, чтобы не подала вода, и все. Так, сейчас будем пробовать одеть. Единственное, что он потолще немножко у меня. Может быть, чуть-чуть подрежу. Ну, посмотрим. Ну, вот я вкрутил. Ну, с усилием, да, конечно, там прокручивалось, но нормально крутил. Все держится. Сейчас посмотрим, что у нас. Контакт есть. Так. Да. 2,71. Значит, все нормально. Сейчас будем ставить пружинку и колпачок. Так, ну сейчас будем ставить пружинку. Ну, а для начала я тут термосадку одел. Ну, когда мы сейчас поставим, затянем, чтобы пружинка не выскакивала, когда будем вытаскивать с колпачка. Ну и сюда тоже термоусадочку, чтобы мало ли там атмосферные осадки не попадали. Так, ну вот мы поставили термоусадку, поставили пружинку. Сейчас будем засовывать ее в колпачок. Так, ну вот, в общем-то, все. Засунули мы. Наша пружинка стоит, осталось проверить. Ничего мы тут не повредили. Давай 71. Вот, в принципе, все, что мы сегодня хотели сделать. То есть, если у вас повредился провод высоковольтный, а нету в наличии, ну, скажем так, проводов, в магазине, может, нет, или просто лежит у вас где-нибудь в старых заказниках провод от свечи зажигания автомобиля, можно, в принципе, использовать. А вот на такой катушке, да, вот такого вот вида, такого вот номера 9288,
470. На такой катушке, в принципе, даже очень легко поменять. Выкрутить, ну, постараться выкрутить, в крайнем случае, закрутить обратно. Всем спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях, может, какие мысли у вас есть. Может, какие-то другие способы были. Всем пока.